Мама-собака стояла на покосившемся деревянном плоту, собранном из обломков досок и мусора, затянутого водоворотом. Плот качался, угрожающе скрипел, будто жалуясь на несправедливость судьбы, но держался на поверхности бурлящая река Сантаро, вышедшая из берегов после недель проливных дождей, казалась живым чудовищем, голодным и безжалостным. Она поглощала все на своем пути — тропинки, деревья, пристани и даже дома. Давно оставленный людьми мусор, скрученный в тугие спирали течением, несло с грохотом вниз по реке, унося части чьей-то жизни. Ветки били о плот, словно пытаясь сбросить его пассажиров. Посреди этого хаоса, словно в центре шторма, стояла мама-собака. Ее шерсть была насквозь мокрой, слипшейся, глаза широкие, полные тревоги, но не страха. Она стояла, расставив лапы, удерживая равновесие, чтобы не сбросить с шаткого плота двух дрожащих щенков, прижавшихся к ее бокам. Ее грудь ходила ходуном от лая, который давно перешел в вой, гортанный, протяжный, пронизанный отчаянием. Это был не просто зов о помощи, это был крик матери, чьих детей угрожала поглотить стихия. Ветер завывал, наполняя пространство мрачным эхом, будто сама природа слушала этот зов. Порыв ветра сорвал один из кусков фанеры, из которых состоял плот. Он накренился, один щенок вскрикнул, его лапы соскользнули по мокрой древесине, мама-собака вцепилась зубами в его шкирку и дернула назад. Плот закачался сильнее, грозясь развалиться. Течение под ними стало еще яростнее, как будто само время спешило закончить эту трагедию. На берегу, среди затопленных зарослей и полусломанных деревьев, неподвижно стоял человек. Его звали Яро, старик, сгорбленный и худощавый, одетый в промокшую от дождя куртку, будто ставшую частью его тела. Он жил у реки с юности, и казалось, что сам стал ее продолжением. Когда-то он любил эту реку. Она была его домом, его работой, его воспоминаниями. Запахи раннего утра, колыхание сетей, детский смех у берега. Но однажды она забрала у него все — жену и сына. После того наводнения он больше не заходил в глубокую воду, не ловил рыбу в тех местах, где когда-то смеялась его семья. Он молча сидел с удочкой у берега, не глядя на воду. Он никого не ждал. Ни людей, ни чуда. Но сейчас что-то изменилось. Глядя на отчаянную фигуру мамы-собаки, стоящей на разрушающемся плоту, Яро вдруг вспомнил глаза своего сына, когда тот в последний раз звал его, барахтаясь в волне. Этот образ, долгие годы вытесненный, прорвался, как вода сквозь старую плотину. Он сорвался с места, бросив удочку в траву. Он побежал к хижине, где хранил старые вещи. Там под навесом висел моток веревки, покрытый пылью и паутиной. Он размотал его, крепко завязал один конец вокруг своей талии, другой — к вбитому в землю железному кольцу, которое когда-то держало лодку. Его руки дрожали, но не от страха, а от решимости. «Держись», — пробормотал он, едва слышно, будто молился. «Не отпускай». Вода мгновенно впилась в его ноги, холодная, как снег, и сильная, как память. Она сбивала с ног, тянула назад, но Яро шел упрямо, шаг за шагом, будто возвращаясь в прошлое, чтобы изменить его. Он добрался до плота в тот момент, когда очередной удар волны почти перевернул его. Один щенок снова соскользнул, и Яро, не думая, метнулся вперед, схватил малыша и спрятал под куртку. Мама-собака зарычала, слабо, но уже не угрожающе. Она посмотрела на Яро, пристально, внимательно, и что-то в ее взгляде было узнающее. Возможно, в ее глазах отразилось то же стремление защитить, что когда-то видел он в глазах своей жены. Он поднял второго щенка. Затем осторожно, с замиранием сердца, потянулся к ней, но течение рвануло сильнее. Веревка, натянувшись, дернула его в бок. Плот треснул под ними. Мир снова стал серым. Вода поглотила все. Под водой было тихо и глухо,
как в могиле Яра прижимал щенков к себе, ногами нащупывая дно, но дно постоянно ускользало. Он задыхался. Его мысли стали туманными. Он не знал, где верх, где низ. Все, что он чувствовал, это маленькие тела, сжимаемые в объятии. А потом толчок. Веревка натянулась. Кто-то тянул. На мосту стоял подросток по имени Дио. Он часто проходил мимо старика, никогда не решаясь заговорить. Но в этот день он увидел, как Яро бросается в воду. За его лицом мелькнул страх. Потом что-то вроде вызова Дио не думал о последствиях. Он побежал вниз, схватил веревку, закричал. Еще двое жителей деревни бросились к нему: фермерская жена Марта и плотник по имени Алёш. Вместе, с трудом, изо всех сил, они тянули веревку, промокшую, скользкую, тяжелую, как сама судьба. Дюйм за дюймом они вытягивали назад Яра, маму, собаку и щенков, запутавшихся в тряпках и водорослях. Когда плот приблизился к берегу, люди на мгновение затаили дыхание. Плот резко ударился о землю, и все рухнули на мокрый песок, потеряв сознание или просто обессилев. Яро лежал, сжимая щенков, его сердце грохотало в груди. Когда он открыл глаза, над ним было чистое небо. Солнце медленно пробивалось сквозь облака. Он лежал на мокрой траве, прерывисто дыша. Дио стоял рядом, вглядываясь в него с тревогой и восхищением. Мама-собака лежала рядом, прижав морду к его руке, а щенки уже пытались встать, шатаясь. В следующие дни деревня ожила. Люди приходили, приносили еду, теплые вещи, задавали вопросы. Почему спас? Как нашел в себе силы? Яро не отвечал. Он сидел у костра, а 3 собаки, мама и 2 щенка, свернулись клубками рядом, греясь у его ног. Он смотрел на реку. Уже не с болью, а с тишиной в сердце. Но спасение — это не только физическое возвращение на берег. Это долгий процесс восстановления, обустройства, документирования уличенных ран Яро лечили от переохлаждения в хижине Марты, ставшей временной врачебной палатой, кипяченая вода, горячие супы, растирки и перевязки на вспоротые лапы щенков. Мама-собака потеряла подшерсток на боках, ее раны покрывали корки, но она лизала Яро руки в благодарность, тихо ворча, как будто понимала. Их жизнь перевернулась в одно мгновение, но теперь у них появился шанс. Фото, где он держит маму-собаку у огня, разлетелось по соцсетям. Люди из соседних городов писали слова поддержки, присылали деньги и полезные вещи. Пришла помощь. Прислали корма, теплые одеяла, лекарства. Добровольцы начали собираться у реки, чтобы вычищать береговую линию, выносить мусор, чинить пострадавшие жилые постройки. Молодые люди помогали строить новую хижину для Яро, не роскошную, но сухую и теплую. Старые соседи принесли бревна и листы плотного железа. У кого-то нашлась старенькая лодка, которая временно послужила причалом для спасательных операций. Но Яро не хотел ничего. Он лишь тихо просил о простом, чтобы у этих собак было теплое, безопасное место. Его глаза светились решимостью, не требующей благодарностей. Однажды волонтер, женщина по имени Лана, спросил: «Почему вы пошли в воду? Почему вы рисковали собой ради них?» Яро не сразу ответил. Он посмотрел на спящих рядом щенков, потом на маму-собаку, укрывшую их собой. «Потому что однажды я не смог спасти тех, кого любил», — сказал он тихо. «А в этот раз смог. И если бы ситуация повторилась, я бы, не раздумывая, поступил так же». Его голос дрогнул, но глаза оставались ясными. В тот миг даже самые суровые мужчины в деревне отвели взгляд, чтобы скрыть слезы. Его история всколыхнула в людях старые раны, которые они тоже носили в себе.
Кто-то вспомнил потоп 20-летней давности. Кто-то потерянный дом. Кто-то родственника, не вернувшегося с моря. Но вместо того, чтобы погружаться в неизлечимую печаль, деревня подтянулась и стала поддержкой. Люди, прежде разрозненные и погруженные в собственные заботы, начали собираться вместе, планировать, работать плечом к плечу. Кто-то водил детей учить их безопасности на воде, кто-то налаживал сбор простых вещей для тех, кто потерял покосившуюся крышу. Мама, собака и щенки стали символом этой новой связи, дети приносили им молоко и палочки, старики — старые пледы. Щенки подросли на глазах, сначала робкие, потом смелые, бегали по двору, вытаскивали из ворот старые сапоги и приносили их к порогу Яро, будто в благодарность за спасение мама-собака, ко всему прочему, оказалась необычайно осторожной и умной. Она сторонилась шума, но не людей, и через несколько недель позволила Яро гладить себя, засыпая на его коленях с таким доверием, какого Яро давно не видел от живого существа. Время лечило медленно, но верно. Ночи, которые когда-то были для Яро временем боли и воспоминаний, теперь становились менее одинокими. Он начал по утрам выходить к реке не с удочкой, а с горячим чаем, чтобы дать напиться собакам или просто посидеть и посмотреть, как вода несет свои истории. Иногда к нему приходил Дио, чтобы послушать стариковские байки, узнать что-то о сетях, и ловле крупной рыбы Дио, в свою очередь, учил Яро пользоваться простыми современными вещами — телефоном, соцсетями, и благодаря Дио фотографии и рассказ о спасении разошлись дальше, чем кто-либо в деревне мог представить. Через несколько месяцев маленькая хижина, построенная рукодельными, но крепкими руками соседей, стала домом не только Яро, но и временным приютом для спасенных собак. Люди предлагали помочь в уходе, давали советы по прививкам, кто-то предложил взять одного щенка к себе. Но Яро отверг, полагая, что они уже связались с ним не по принуждению, а по сердцу. Так у него появилась необычная семья, бабий дом, старик с морем в глазах, молодые помощники и 3 хвоста, которые возвращали ему тепло, которого он научился ждать. Прошло еще время. Весна закончила свое трудное пробуждение, и река, хоть и оставалась свирепой в период паводков, вернулась в свое русло. Люди поставили на берегу знаки, укрепили старый мол, поставили предупредительные канаты, а школа в деревне провела уроки безопасности на воде. Яро стал добровольцем при спасательном отряде. Теперь не один, а со щенками, которые, повзрослев, привлекали к себе внимание и напоминали другим о важности сострадания. Однажды вечером, когда солнце медленно таяло за линией деревьев, Яро сидел на крыльце хижины и смотрел, как мама-собака берет в пасть старую тряпку и приносит ее ему. Она положила ее у его ног, посмотрела глубокими умными глазами и тихо вздохнула. Яро улыбнулся впервые по-настоящему давно. Он почувствовал, как в этой улыбке сливаются все страхи и надежды, утраты и находки. Он больше не был пленником прошлого. Он стал его хранителем и носителем урока. Что спасение может прийти в самый неожиданный момент, и что даже маленькое добро способно вернуть человека к жизни. И так, среди приливов и отливов, среди разбросанных по берегу досок и вновь растущих трав, жизнь медленно собирала себя заново. Деревня обрела новый ритм. Яро — причину вставать по утрам, а мама-собака и ее щенки — дом и семью, которые не собирались их покидать. История эта напоминала всем о том, что сострадание не знает границ, ни возраста, ни положения, ни языка. Дорогие зрители, если эта история тронула вас, оставьте комментарий. Нам важно ваше мнение. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.